Мы снова здесь. И не потому, что любим повторяться, а потому что лучшего курорта в Европе с такими низкими ценами просто не найти. 20 часов поисков это доказали. Бали на Крите – идеальное место для тихого отдыха. Чистейшее море, горы и особенная атмосфера. В этом выпуске покажу, как проходит отпуск в 2025, самые красивые места, пляжи, цены, отели, еда, развлечения и что изменилось с прошлого года. Приятного просмотра. И, во-первых, да, вам не послышалось, это Бали. Не Бали в Индонезии, а Бали на Крите в Греции. В оригинале пишется вот так. Сам остров Крит ежегодно привлекает миллионы туристов, и каждый тут найдет свое. Кому древности, кому тусовки, кому гастротуры, а мне дайте тишины и покоя, спасибо, чтобы море в 2 шагах, вкусный all-inclusive, адекватные цены и уютные маршруты для прогулок. Поэтому мы тут, в небольшой деревне на северном побережье острова, между Ираклионом и Ретимно. Бали появился на месте древней гавани Астале, которая служила портом для города Аксос, а само название, по одной из версий, пришло из турецкого слова «балык» – «рыба». Тут и правда раньше была рыбацкая деревня. Сейчас здесь все изменилось, уютные отели, рестораны, спа-центры, прокаты машин, но самое главное, что деревня не потеряла свою душу и греческий колорит. Здесь также живут местные, их правда немного, но все же понаблюдать за их жизнью особенно интересно. Но главное, чем привлекает Бали, это, конечно, море. Летом оно прогревается до 25 градусов, а средняя температура воздуха держится в пределах 25-30. Лучшие месяцы для отдыха – это май, июнь, сентябрь и начало октября. Тут уже смотрите по прогнозу погоды и своим предпочтениям, чтобы не было холодно или ужасно жарко. Путь из Варшавы до Бали у нас получился как отдельное приключение. Летели мы из аэропорта Модлин, так дешевле и без пересадок. Сначала ехали на метро, потом на электричке, потом на автобусе и ура, добрались. Кстати, несмотря на низкий рейтинг, Модлин мне понравился. Маленький, уютный, тихий, еще и к самолету шли по такой прикольной дорожке. Прилетели мы в Ханью, и оттуда нас забрал трансфер, который мы заказывали заранее на Booking. Обратно уже летели греческими авиалиниями. Они, конечно, поудобнее, там и места можно рядом взять, и в окно посмотреть, и вас еще щедро накормят. И если с Ханьи до Бали ехать 1,5 часа, то с Ираклиона, где тоже есть аэропорт, 50 минут. Кроме трансфера ездят также региональные автобусы. А теперь пляжи. В прошлогоднем выпуске я их прям детально вам показала, поэтому сегодня поделюсь своим личным топом. И заодно полетаем на дроне для более объемной картинки. На первое место смело ставлю пляж у нашего отеля, про который чуть позже расскажу. Он так и называется – Бали. Пляж находится в уютной бухте и будто спрятан от всего мира. Только для отдыхающих, поэтому тут особенно камерно. Хочешь, погуляй у камней и сделай фото, хочешь, поплавай у берега, хочешь, сделай заплыв к той скале и попрыгай с нее. Вход в воду пологий, песок мягкий, но мы на всякий всегда плаваем в специальной обуви, потому что вдруг будет встреча с ежом или морской звездой. 1 раз встречали. Второе место – Каравастаси. Самый кинематографичный пляж. Скалы, гроты, прозрачная вода и красивейшая смотровая на всю деревню. Для вау-эффекта вам точно сюда. Кстати, про смотровую. Это прям крайняя точка Бали, куда мало кто доходит, а зря. Как же кайфово встречать рассвет у моря, пока вся деревня спит. И да, сегодня мы проснулись в 5:30, пока еще было темно, чтобы прийти на рассвет в наше любимое место. Вот. И, кстати, сейчас уже 7 часов, до сих пор никого нет, потому что вчера были пляски и гулянки, и многие люди, наверное, после этого отсыпаются. А мы любим, когда никого нет, когда тишина. Блин, вообще это классно, атмосферно.
Третье место – Варкотопос. Он небольшой и по-своему атмосферный. Тут тоже есть смотровая, но почему-то в этот раз мы не нашли к ней пути. Правда, машины тут ездят прям близко, что не всем может понравиться. И на четвертом месте Ливади. Самый большой и широкий пляж, классический, я бы сказала, и со всеми удобствами, как и все остальные, собственно. Только Ливади самый открытый, поэтому тут больше всего волн. Ну и здесь самая большая концентрация ресторанов. А я за уют, поэтому Ливади, прости за последнее место. Окей, по пляжам понятно, а что по отелям? Я лично обожаю Грецию за all-inclusive, а как бы не в каждой стране есть отели, где все включено. Завтрак, обед, ужин. В Бали есть отели как на первой линии у моря, так и совсем далеко от него. Обычно 3- или 4-звездочные, от 60 до 200 евро за ночь, в среднем около 100. Мы люди простые, выбираем самое комфортное, чтобы и море рядом, и еда плюс-минус хорошего качества, и подешевле. Так мы остановились на Бали Бич и София Вилледж. В прошлом году мы тут и отдыхали, все понравилось. Тогда нам еще повезло с номером, он хоть и был на 100 ступенек вверху, но вид открывался невероятный. Вот, кстати, и он. И сейчас, не поверите, нас закинуло на еще 40 ступенек выше. Сам отель состоит из 3 частей, в каждой находится по бассейну. Нам попалась уютная часть, только да, подъемы. Так что есть номера как прямо у моря, так и в 150 ступеньках от него. Моментами я уставала ходить туда-сюда, да и днем это трудно еще от жары, но полезно. И если переел, можно быстро скинуть вес. На территории также есть ресепшн, бар с уютной зоной отдыха, чилл-зоны у бассейнов и опять же ресторан. По традиции рум-тур проходите. Мы заходим в такой маленький коридорчик, но сразу поворачиваем направо. Тут у нас такая душевая, которая просто со шторкой, и вода льется везде, ну не страшно. И туалет немного подбитый, ну какой есть. И чистота тоже не идеальная. Здесь находится у нас тут один шкаф, покажу, есть сейф нон-платный по классике, и идем дальше. Вот наш основной номер. Тут 3 места, как обычно. Он такой просторный, работает кондиционер, в принципе, хорошо. И, кстати, скажу, что сейчас у нас 26,2 градуса, но бывало и 30. А это первые дни июня, я повторюсь. Вот, есть у нас чайник, нет кружек, мы сами брали, и чая. Тоже есть телевизор, собственно, холодильник и, в общем, все необходимое. Ну и как же я могла забыть про Валеру? Он снова с нами. И, конечно, балкончик. Его мы выбирали без вида на море, на букинге, чтобы было дешевле, но нам опять дали с морем. Спасибо. Итак, выходим. Вот такая вот красота. Видно вообще все. Горы, море, хоть и немного, но все же как бы есть столик, можно посидеть и, в принципе, уютненько. Если в первой половине дня и есть тень, видно бассейн и, собственно, вы сами видите все. Стоило нам 8 ночей $593. Это $73 за ночь, что, в принципе, очень дешево, учитывая all-inclusive, ну и как бы отличные условия. Да, не идеальные, но очень хорошие. И если говорить про еду, то она мне тут очень нравится. Разнообразная, сытная, такая домашняя по вкусу. Мы даже иногда ходили по 5 раз в день поесть, вместо 3. Ну а что? На завтрак обычно подают омлет, сосиски, овощи, бобы, разную выпечку, овсянку, йогурт, фрукты и сладости. На обед мясо и рыбу в разных форматах, гарниры, соусы, салаты и снова сладости. Один раз даже попались мидии, кстати. А это 3-звездочный отель. Из напитков тут есть чай, кофе, вода, соки, пиво и вино. Короче, вкусно и насыщенно. Ну, а есть с таким видом вдвойне приятно.
И вот в таких поездках я в который раз думаю, насколько английский — это про свободу. Хочешь путешествовать без стресса, строить карьеру в любой точке мира, пойти в IT, смотреть фильмы без субтитров или, наконец, решиться на переезд без языка — никуда. А мое любимое — это когда в другой стране люди говорят на своем языке, в духе «ну вы же все понимаете». Не надо так. Если вы давно искали что-то простое, без давления и зубрежки, очень рекомендую присмотреться к студии Yes. Тут с самого начала вы просто начинаете говорить, без учебников, по авторской диалоговой методике, где 80-100% занятия вы в реальном диалоге. Говорите на интересные темы, впитываете лексику в контексте и даже отрабатываете грамматику через речь. Можно начать с нуля или потянуть то, что давно забыли. Есть группы для начинающих, для IT, подготовка к экзаменам и бесплатный разговорный клуб по субботам. Обучение проходит в онлайн-формате для взрослых и детей. Первое занятие бесплатно, а по моему промокоду Троценко еще и 10% скидки на первый месяц обучения. Ссылку и подробности оставила под видео. У вас, наверное, может сложиться впечатление, что тут только и делать, что плавать и есть. И да, частично это правда. Ну и мы сами любим такой тюленей отдых. Но помимо этого, активностей тут много. Во-первых, чего стоят прогулки по самой деревне. Так как наш отель находился посередине Бали, то мы либо ходили в сторону пляжа Ливади, либо к порту, где уютнее и красочнее. Можно подойти к маяку и посмотреть на морских ежей, пообщаться с местными котами, которых вы встретите на каждом шагу, прогуляться улочками с милыми домиками и красивыми растениями и просто любоваться морем. Только надо учитывать погоду. Вышли мы, значит, фоткаться. 9 часов, уже жарко. Была бы такая вода теплая, как сейчас жарко на улице. И что вы понимали, это только 6 июня. Мне страшно представить, что будет в июле, в августе. Тогда и цены будут сильно выше, и людей больше, и как бы жара неимоверная. Вот, а мы уже сейчас подыхаем. И, конечно, у меня есть шляпа, но я с красивой заколкой, поэтому я стою, вот, сейчас уйду в тень. Во-вторых, можно поплавать на катамаране или кораблике, заняться дайвингом, покататься на квадроциклах к пещере Мелидони или к деревне Гончаров-Маргаритес, ну или как минимум отдохнуть в каком-нибудь спа. Кроме того, у вас есть вероятность попасть на вечера критской музыки или танцев. Мы попали на 3 таких вечера. Больше всего мне, конечно, понравилась критская музыка. Так приятно было попасть на тот же дуэт, что и в прошлом году. Правда, его состав наполовину поменялся, но не суть. Трогательно было наблюдать за людьми. Все были разного возраста, национальности, говорили на разных языках, но чувствовалось такое единство. Это не передать словами, нужно чувствовать. Сама деревня Бали – место компактное. Можно пройти все за 15 минут, ну или окей, полчаса, но именно эта компактность и создает ощущение уюта. Находишься в одном месте и все под рукой. Супермаркеты, таверны, аптека, автобусная остановка. Ну и сразу скажу, что отсюда вы можете поехать в Ретимна и Ираклион, если заскучаете и захотите поизучать новые места. Столицу Крита Ираклион мы уже снимали в конце прошлогоднего влога. Впечатления от него были смешанными, так как были мы там перед аэропортом с сумками и в самую жару. А в Ретимно не добрались, но, судя по фото, там еще интереснее. Из того, что мы пропустили в прошлом году, это монастыри. На Крите, как и во всей Греции, основная религия – православное христианство. Церкви были для критян не только местом молитвы, но и символом национальной и культурной идентичности, особенно во времена захватов и войн. Поэтому буквально каждое село, гора или ущелье имеет свою часовню или монастырь. В Бали есть несколько таких монастырей, и для своего похода мы выбрали один из них, самый впечатляющий.
Путь, конечно, обалденный, особенно до этого момента был, потому что сейчас мы идем по трассе, есть еще одна дорога, но она частная, закрыта, и благо там сразу написано, что нет прохода. Там бегают козочки, мы их подсняли. Вот, так что идем по трассе, как я уже сказала. Машины ездят близко. Ну, классика. В общем, зато красиво. Надо снять этот эпичный момент. Мама, папа, не смотрите это видео. Короче, да, смертельно красивый путь получается. С одной стороны, как бы машина может сбить, с другой стороны, камень упасть. И вот он, монастырь Атали. Старинный, с арками, колокольней и панорамным видом на все побережье. Построен еще в 17 веке и спрятан среди деревьев и гор не случайно. В прошлом на Бали часто нападали пираты, и монастырь должен был быть незаметным с моря. Сейчас здесь особенно тихо и спокойно, туристов почти нет, можно зайти во внутренний двор, присесть в тени деревьев, послушать шелест ветра и просто побыть в этом редком состоянии умиротворения, без спешки, звуков и суеты. Подтверждаю, тут очень приятно находиться, спокойно, невероятно, прям перехватывает дух. Вот. Такое ощущение, что время здесь остановилось, все такое старинное, аккуратное, горшки с цветами. Очень много таких деталек приятных, можно гулять. У меня ожидания были ниже, на самом деле, но здесь прям такая приятная территория, можно хорошо так прогуляться, насладиться этим местом. Вот. Здесь прям хочется быть, здесь приятно пахнет, я как обычно это говорю, но так оно и есть. И хочу сказать, что час пути того стоил, и та трасса, и вообще, в общем, да, нас еще жара ждет в обратную сторону идти, вот. Так что, если что, то приходите сюда, очень классное место. Причем со стороны этот монастырь был вообще непримечательный. Мы подходили, и мне казалось, что тут просто там здание и буквально 1 метр пройтись. Но внутри, как он красиво раскрывается, какие здесь виды. Поэтому спасибо большое вот этому зрителю за рекомендацию этого места. И в целом благодарю, что пишете эти рекомендации. Конечно, не всегда получается 2 раза приехать в одно и то же место, но если получается, то я просматриваю комментарии и выбираю какие-то такие места. И, собственно, по рекомендации того же зрителя мы решили посетить деревню Влихада. Поселение, которое находится в получасе ходьбы от центра Бали, сразу за главной дорогой. Что могу сказать? С одной стороны, эта деревня не особо похожа на деревню, потому что здесь много отелей и особо нет домов местных. Но с другой стороны, здесь очень много растительности, цветов, приятные запахи, и еще бегают овечки для атмосферы. Вот. И особо достопримечательностей тут нет. Мы увидели как бы одну церковь, и, наверное, на этом все. Но что мне нравится точно, что в Бали и его окрестностях есть разные маршруты, и можно, в общем-то, прогуляться, если скучно, и отеля вам мало, как и нам. Мы любим, например, гулять. И еще можно идти в горы, если хочется прям полноценного хайкинга. Но это уже долго, сложно, и, в принципе, в жару это вообще ад какой-то. Поэтому не сказала бы, что это отдых, но такие туристы есть. А еще тут мы встретили вот такой милый паровозик. С прошлого года у него произошел ребрендинг, и на Google картах, кстати, пишется, что закрыт навсегда, но нет, все работает. На нем можно прокатиться по всему Бали и в Лихаде за 5-10 евро. Ну а про поесть добавлю, что в Бали есть куча ресторанов, и оценки у многих прям супер высокие. Поесть в них можно на 10-20 евро с человека, что довольно бюджетно. Тут вы, собственно, можете посмотреть цены и перевод на русский язык, которые просто вообще по приколу сделаны. Ой, читать тут просто весело все.
Смотрим, и тут видим гарнитур, картофель жареный, клаб с курицей. Сразу все понятно становится. Гордый, марине. Ну, конечно, надо все читать, но да. В мире, когда уже чат GPT в 2 секундах все переводит идеально, это все еще странно. А теперь про цены. Как я уже сказала, бюджетнее курортов ЕС с такими тихими бухтами, красивым морем и all-inclusive питанием нет. Если не верите, проверьте. Итого, 8 ночей в отеле нам стоили 594 евро, перелет в одну сторону на Ryanair обошелся в 283 евро, обратно перелет греческими авиалиниями 276. Трансфер с Хани в Бали стоил 124 евро, а с Бали в Ираклион 46. По каждой категории могло выйти сильно больше, если бы мы не использовали тонну лайфхаков экономии, что, кстати, подойдет для любой страны. Берите на заметку. Например, если брать отели, то мы выбрали как площадку Booking. Тут есть своя система скидок, если вы уже бронировали что-то ранее. Иногда бывает, что есть отдельная скидка с приложения на телефоне, которая суммируется с предыдущей. Так мы сэкономили 10%. Кроме того, можно смотреть на цены в отеле по дням месяца. До начала сезона они нормально так ниже. Параллельно нужно мониторить авиаперелеты, так как не всегда есть рейсы на эти дни. Также недавно мы начали экономить на багаже. Берем с собой только ручную кладь. Мне так даже спокойнее, все вещи рядом. Для мониторинга авиабилетов используем Skyscanner, там сразу видно самые выгодные варианты. Обычно это лоукостеры и непрямые перелеты. Трансфер лучше брать как можно заранее, это может быть раза в 3 дешевле, чем впритык. Ну и еще отдельную часть расходов могут занять сувениры. На Крите их очень много, от разных вкусностей, чаев, специй, до всяких тарелочек, средств для ухода, одежды, ловцов снов и украшений. Ходишь, смотришь и хочешь взять все. Сейчас покажу, что мы купили, и скажу наперед. Да, можно сэкономить, сравнив цены в разных магазинах и выбрав самые низкие, но это может отразиться на качестве и вкусе. Хотя не предугадаешь. Тут у нас блокнот, который стоит 4,2, но нам почему-то продали за 4 евро. Это я себе взяла. Такая вот книжная закладка за 1,9 евро. Мыло. Такое красивое, пахучее. 2,5 евро. Специи по 1,2 евро каждый. Тут разные вкусы. Вот такие вот наборы очень выгодно брать. По 3 сладости. Стоит 4-10 евро за один такой, за 3 штуки. Короче, это самый дешевый вариант. Мы обошли все возможные магазины, и вот этот был самый дешевый. И чаи. В прошлый раз мы тоже брали очень много чаев, в этот раз их 9, и стоят они по 2,5 евро каждый. Там около 30 грамм на чай, где-то больше, где-то меньше, но они немного разные по составу. Вот, все вместе получилось на 49,2 евро. И это очень дешево. Изначально мы ставили ставки, что будет где-то примерно раза в 2 дороже, но сэкономили по максимуму. Если сравнивать с прошлым годом, то цены, конечно, стали выше, особенно если не экономить. Море в начале июня оказалось прохладным, заходить было сложновато, так что лучше ехать чуть позже. Зато днем было не так жарко, гулять приятнее. Также в этот раз мы открыли для себя новые интересные места и маршруты, чего стоил один монастырь. И еще один момент. Сначала я думала, что у нас какой-то отель в этом году особенно грязный и много пыли, но потом оказалось, что, точнее я думаю, что, судя по всему, здесь была какая-то песчаная буря, ветер, песок, и поэтому на машинах, на крышах зданий, вообще везде, в отеле у нас везде находится этот песок, вот. Из необычного. В остальном тот же уют, та же атмосфера и даже знакомые лица на вечере критской музыки. А вы бы выбрали такой отпуск? Пишите, как есть в комментариях, откликнулся вам Бали или хотелось бы чего-то поактивнее. Ну и если я что-то упустила, спрашивайте. С радостью на все поотвечаю. А мы увидимся совсем скоро, в следующем видео. Пока!